Каньон Брайс – это, пожалуй, второй по известности каньон американского юго-запада после Гранд Каньона. Но мы заметили, что люди, побывавшие в обоих местах, сходятся во мнении, что Брайс оставляет после себя больше впечатлений, чем Гранд. Гранд Каньон поражает своими масштабами, а Брайс берет красотой и изяществом. При этом Брайс сравнительно маленький национальный парк и очень прост для посещения. По нему проходит одно шоссе длиной около 30 километров, начиная от въезда в парк и заканчивая последней обзорной точкой Rainbow Point. Благодаря этому обычно на посещение Брайса отводят один день или даже меньше. Летним длинным днем вполне в порядке вещей встретить рассвет на Sunrise Point и уже к обеду выезжать из Брайса с чувством выполненного долга. При путешествии по национальному парку Брайс я бы выделил три элемента. В первую очередь это смотровые площадки вокруг амфитеатра, вот этой вот самой красочной части каньона. Именно здесь сосредоточено самое большое количество шпилей из красного песчаника, которые называются худу. Второй по важности и зрелищности элемент – это хайк внутрь каньона, в самую гущу этих башен. И, наконец, третий пункт – это проезд по шоссе 63 на юг до Rainbow Point. В какой последовательности воплощать эти элементы зависит от личных предпочтений и погодных условий и времени года. Амфитеатр – это смотровые площадки, начиная от Sunrise Point, вот это вот, на севере, и заканчивая Брайс Point на юго-востоке. Вполне заслуженно, это самая популярная часть парка. И, соответственно, здесь ожидают самые большие сложности с парковкой, особенно в летние месяцы. Только за 4 месяца с июня по сентябрь Брайс принимает 60% всех своих годовых посетителей. С другой стороны, если приехать в сезон холодный, сейчас вот мы приехали в ноябрь, и здесь тропы полупустые, и даже на такой популярной площадке, как Sunrise Point, здесь люди приходят, уходят, и в данный, допустим, момент все ушли, и мы остались только одни. По кромке каньона вдоль всего амфитеатра идет тропа, соединяющая все смотровые точки. Чтобы не толкаться локтями с другими посетителями парка, на смотровых площадках удобно пройтись по этой тропе хотя бы полкилометра между Sunset и Sunrise Point. На Sunrise Point нас всегда привлекает одинокая маленькая сосна, вцепившаяся корнями в край обрыва. А на Sunset Point мы не устаем поражаться глубокими ущельями между рельефных стен каньона, куда уходит серпантин тропы Navajo Trail. Там внизу, где стены почти смыкаются, находится Уолл-стрит, где тропа будто зажата гигантскими небоскребами и где растет высокая сосна, которую можно увидеть на самых таких канонических фотографиях каньона Брайс. Здесь же под дном амфитеатра проходят несколько самых популярных троп. Поэтому, если вы решили спуститься внутрь каньона, то логично это сделать во время посещения смотровых площадок вот этой области парка. Самый рекомендуемый маршрут даже специально помечен в газете, которую выдают на входе, и состоит из двух троп. Начало от смотровой точки Sunrise Point, спуск в гущу Худу, Queen's Garden, переход на тропу Navajo Trail и резкий подъем от Уолл-стрит к закатной точке Sunset Point. Такой маршрут занимает 2-3 часа. Если вы такой же любитель остановиться у каждого камня, чтобы сделать там 10 фотографий, 15 видео, то будьте готовы, что потратите на него 4 часа. Именно столько времени мы провели здесь несколько лет назад. Если вы ограничены по времени, но хочется непременно увидеть каньон изнутри, то я бы предложил два варианта. Первый – это спуститься от Sunset Point по серпантину Navajo Trail до Уолл-стрит и сосны. И второй – от Sunrise Point, чуть дальше маленькой корявой сосны, по серпантину спуститься к камню, который называется Молот Тора. Когда будете спускаться внутрь каньона, то учтите, что вы находитесь на высоте 2,5 километра над уровнем моря. И содержание кислорода в воздухе 75% от нормы. И хотя на первый взгляд каньон не выглядит глубоким, но спуск, например, к Уолл-стрит, там почти, по-моему, 100 метров перепада высоты. Сейчас вот я хочу спуститься как раз к этой сосне, которая у меня за спиной, и потом пройти до Молота Тора, а потом вернуться назад, потому что, ну, честно говоря, не хочется тратить 4 часа на проход полной тропы. Я уже подхожу к Молоту Тора. Это заняло у меня буквально не больше 10 минут вниз идти. Но я, честно говоря, не представляю, насколько идти будет тяжело и тяжело ли наверх. Потому что вниз очень легкий, такой
ненапряжный поход, ровная дорога, но постоянно вниз, вниз, вниз. И если уж вы добрались до Молота Тора, то стоит, наверное, пройти чуть-чуть еще дальше. Буквально там 50 метров. Ну, вы увидите, о чем я говорю. Там будет прикольная арка. Узкая арка, в нее можно пройти только по одному человеку. Если много людей, все проходят по очереди. Сейчас для интереса решил посмотреть, сколько времени занимает чисто вот пройти до Уолл-стрит, в самый низ опуститься и потом подняться наверх. Для тех, кто ограничен во времени, но кто хочет, значит, получить впечатление от того, как Брайс выглядит изнутри. Тут, конечно, атас такой крутой спуск. Вниз-то я дойду быстро, посмотрим, насколько быстро я смогу идти вверх. Так, получается, вниз, чтобы пройти до самого дна каньона, у меня заняло ровно 10 минут. Ну, я остановился один раз там сфотографировать. Здесь в конце моего пути тропа идет дальше, но мой путь на этом короткий заканчивается. Стоит сосна, которую все всегда фотографируют. Ну, просто офигенная, конечно, сосна. Я забыл взять дальномер. Я хотел взять дальномер с собой вниз, чтобы измерить ее точную высоту. Ну, а мне теперь идти обратно. Засекаю время. Кстати, в обратном направлении, когда идешь, если посмотреть, то это еще больше даже на Уолл-стрит похоже, чем когда спускаешься. Любопытно, что подъем по Уолл-стрит у меня занял столько же, сколько и спуск. То есть 10 минут вверх-вниз, 10 минут вверх. Если нигде не останавливаться, за 20 минут можно так сходить. Но вверх идти, конечно, квадрицепсы болят, в груди жжет, потому что 2,5 километра. Уолл-стрит и Молот Тора примерно требуют одинакового спуска и подъема, где-то 75 метров. Я не помню, сколько это этажей. Если у вас есть, наверное, только возможность пройти один маршрут, я бы выбрал Молот Тора, потому что оттуда открывается больше классных видов на типичные пейзажи Брайса. Тогда как Уолл-стрит, ну, конечно, круто спуститься в каньон и оказаться полностью там в высоченном каньоне, зажатым между двух стен. Но вот именно такой вау, Брайс эффект все-таки от Молота Тора больше. В 12 мы выезжали от Sunset Point, и оказалось, что парковка полностью заполненная машинами. Так что то, что я говорил, что, мол, в ноябре тут никого нет, отдельные только люди время от времени попадаются. Не, я ошибся. Это просто никого не было на рассвете, и где-то в 8 утра тоже никого не было, но к обеду проблема уже с парковкой начинается в районе амфитеатра. Inspiration Point, точка вдохновения, и Брайс Point – это две последние точки, на которых заканчивается дорога, огибающая амфитеатр. Именно отсюда видна вся грандиозность и грация, можно сказать, каньона Брайс. Именно отсюда можно увидеть все тысячи вот эти вот ходу амфитеатра. После того, как вы завершите свой осмотр амфитеатра на этих двух точках, на любой Inspiration Point или Брайс Point, здесь большие парковки, здесь очень удобно смотреть и остановиться. После этого садитесь в машину и отправляйтесь дальше на юг, чтобы познакомиться со второй частью каньона Брайс. Южнее амфитеатра каньон меняется, появляется больше хвойных деревьев, меньше шпилей и худу. Эта часть поездки предельно простая. Ехать от одной смотровой площадки к другой, останавливаясь на каждой на несколько минут. Дорога постоянно идет с небольшим подъемом до самой последней обзорной площадки Rainbow Point. Из всех смотровых площадок, из всех точек, которые встречаются на этой дороге, мы бы, наверное, выделили Natural Bridge и Agua Canyon. То есть вот две самых таких, на наш взгляд,
площадки, которые обязательно стоит остановиться по пути на Rainbow Point. Остальные, ну, если время поджимает, то можно даже и пропустить. В конце шоссе 63 находится самая южная точка каньона Брайс, при этом она самая холодная, потому что она находится на высоте 2778 метров, то есть почти 3 километра. И здесь реально холоднее, чем, скажем, в районе амфитеатра. Летом здесь прохладнее, зимой здесь холоднее. Пейзаж радикально меняется, здесь уже нет таких огромных отдельно стоящих худу, все равно какие-то чувства, что ты находишься в каньоне Брайс, по-прежнему остается, но сам пейзаж сменяется тем, что открываются огромные просторы. Здесь видимость, насколько я помню, раньше стояла табличка, отсюда видно на сотню с чем-то километров в хорошую погоду. Сейчас таблички нету, сказать я точно не могу. Это последняя точка каньона Брайс. Стоит ли сюда заезжать? На наш взгляд, однозначно стоит. По двум причинам. Во-первых, это позволит увидеть, так сказать, второе лицо каньона Брайс, которое отличается от пейзажа амфитеатра. А во-вторых, виды отсюда все-таки по-прежнему офигительные и совершенно неземные. В Брайсе растут такие сосны, то ли это особые брайсовские сосны, а может все сосны такие. В местах, где у них расходится кора, если понюхать, то пахнет чистой ванилью. Как кто-то здесь пироги печет, будто бы. Что касается жилья, то каньон Брайс очень удобен в этом отношении. Прямо на въезде в парк стоят 3 отеля: Ruby's Inn, Best Western Plus и Bryce Canyon Lodge. В этот раз мы останавливались в Best Western Plus, а в прошлые разы ночевали в Ruby's Inn. Best Western, он выглядит как обычная гостиница, а Ruby's Inn это типичный такой мотель с комнатами, выходящими прямо на улицу к вашей запаркованной машине. Вот как в американских фильмах обычно показывают мотели. В обоих отелях очень стильно, я бы даже сказал, эндемично оформлены холлы и ресепшн. Прямо вот настолько располагающая обстановка, что всегда есть люди, просто сидящие там у камина, на диванчиках, в креслах. Но нам показалось, что Best Western Plus более уютный, а Ruby's Inn он какой-то суетливый, что ли. В пик сезона эти гостиницы становятся дорогими, но сейчас, вот, в зимнее время, комната в Best Western Plus обошлась нам примерно в $100 за ночь. У Ruby's Inn есть, ну, на скидку, наверное, 3 преимущества по сравнению с тем отелем, в котором мы сейчас остановились, Best Western Plus. Первое – это место, то есть здесь более бойкое место, они на 2 минуты ближе к национальному парку Брайс, ну и вообще какая-то здесь движуха происходит. А второе преимущество – это их магазин сувениров. У них прямо в гостинице просто гигантский магазин сувениров. Туда заходишь, и там множество всего, связанное с Брайсом, с какими-то ковбойскими вещами, индейскими, куча всяческого кича. В общем, если вам нужны сувениры, которые там не понадобятся потом никогда никому в жизни, и они будут пытаться избавиться от них, обязательно посетите магазин сувениров Ruby's, если вы где-то в Брайсе находитесь. И третье преимущество – это то, что у них в отеле находится ресторан. Ресторан, который работает так же, как буфет со шведским столом. Мы выбрали шведский стол, но у них есть меню, там какое-то нормальное меню. А буфет этот стоит $26. Я бы не сказал, что совсем уж какой-то копеечный буфет. Ну, не так, чтобы баснословно дорогой. Не Лас-Вегас. И по выбору, значит, из протеинов, что мы тут увидели? Рыба, лосось, митлов, отварная говядина под-рост, ребра барбекю. Ну и всяческие разнообразные гарниры. Ну, на мой взгляд, вообще классный отель. Я очень доволен. Выглядит замечательно. Матрасы умеренно упругие. Стоит этот отель $100. Детальное описание отеля выходит за рамки этого видео. И если кому-то интересен полный обзор на отель Best Western Plus, то ссылка будет в конце видео. И в завершение подведу итог, что каньон Брайс действительно легко осматривается за один день.
световой где-то от рассвета до заката, даже зимой. И если вы планируете поездку где-то между Гранд Каньоном, Лас-Вегасом и каньоном Зайон, то в такую поездку легко отвезти на Брайс один день, и этого будет вполне достаточно. На этом все. До следующих встреч. Пока.